Привет, дорогие друзья! Долго я не записывал сообщения, у меня были последние 2 недели достаточно тяжелые такие в плане времени и в плане их времяпрепровождения этих 2 недель. Я лежал в больнице, и причина была тромбы в ногах. Суть какая? Помните, наверное, что после бевацизумаба у меня были боли в ногах, вот, а потом со временем, получается, недели, наверное, через 3, то есть боли были такие, что вообще не наступить ногами на пол. То есть ощущение, что ноги раздувало сильно, и в икре, в икроножных мышцах, в голени, и в ступне, особенно в ступне. То есть просто наступаешь, и у тебя как будто бы там, не знаю, гвоздями все вырывает оттуда изнутри. Вот, и поэтому было принято решение поехать платно, пройти УЗИ, вот это дуплексное сканирование вен, чтобы понять вообще, что происходит. И платно пошли, потому что тянуть было вообще невозможно. То есть боли были и ночью, и днем, и когда лежишь, и когда сидишь, а когда наступаешь, то вообще просто безумно какая-то сильная боль. И приехали мы, значит, в клинику, начали делать дуплекс, и сосудистый хирург сразу говорит: я вас никуда не отпущу, я вызываю скорую, потому что у вас тромб 3-сантиметровый прям болтается, то есть флотирующий тромб, и он вот так вот колыхался в потоке крови. И вот, и он вызвал скорую, и меня по скорой увезли в больницу. Вот в сосудистую хирургию привезли, и, соответственно, что? Все положили в больницу и начали колоть уколы кроверазжижающие. А потом, после уколов, то есть уколы делали, наверное, дня 2. И после уколов перевели на таблетки. Таблетки тоже кроверазжижающие. И получается, но таблетки попросили купить самостоятельно. Таблетки стоят там около 3000. Вот. Ну, соответственно, мы купили таблетки, и все остальные дни я был там в больнице, наверное, неделю. И, соответственно, все остальные дни я пил просто таблетки. УЗИ мне не делали в больнице, не смотрели ситуацию. Я говорю, ну а как же, ну мы даже должны знать, какая там ситуация с этим тромбом, вообще с остальными какими-то процессами. То есть у меня вообще тромбоз вен в обеих ногах, в голени полностью затромбированы вены, тромбовая масса, там написано вот этот промежуток от колена вниз до ступни, и в левой и в правой ноге полностью, ну то есть как он мне описал, забита тромбовая или тромбиновая масса, я не знаю. Вот. И, соответственно, на одной, вот на левой ноге, вот этот тромб, он из вот этого вот пространства под коленом, он вылез в большую вену, которая идет сразу к легкому наверх. И, то есть, он на грани отрывания был. То есть, он в одном месте, то есть, зацепился за сосуд, и вот так его болтало. Вот, я говорю, что вы мне подскажите, когда мы будем УЗИ делать, когда будем смотреть. Он говорит, вообще нет смысла контролировать этот процесс. Хотя тот врач, который вот скорую вызвал и смотрел изначально по УЗИ, он сказал, что каждый день будут делать УЗИ. Но меня привезли в больницу, в самую обычную, в городскую больницу. Вот про больницу отдельная история. И, соответственно, то есть врач
сказал, что вообще не имеет смысла. То есть, что бы там ни было, а у тебя там сейчас самые разжижающие препараты мы используем. Ну, вот эти вот таблетки. Не помню, как называется. Сейчас, секундочку. Ксарел-то. Вот. И, то есть, дозировка такая, что концентрация очень высокая, и что бы там ни произошло, то есть, не поменяется подход в лечении. То есть, хирургию делать нет смысла, а разжижение делаем максимально. То есть, даже если там кусочек этого тромба оторвется, но по его словам, то есть, он успеет рассосаться до легкого, либо уже в легком, но это тоже такой подход странный, конечно. Вот. И мы типа УЗИ делать не будем. А я говорю, давайте УЗИ сделаем перед выпиской. После там он сказал, неделю лежать будешь, а перед выпиской сделаем. Он говорит, ну, если тебе так спокойнее будет, давай сделаем. И по факту потом перед выпиской так УЗИ не сделали, потому что он сказал, у нас нет УЗИ-специалистов, все уволились, все. Вот, и тут переходим к ситуации в больнице. Ну, в больнице я думал, что уже не так все, если честно, потому что, а, ну вот я когда лежал, операцию делали на легком, и потом я с печенью лежал, чуть-чуть по-другому было. То есть это все было в онкодиспансере. А вот в обычной городской больнице клинической я не был. И ну, я думал, что такого нет. То есть там все в тараканах. Везде тараканы. А там окна, хоть и пластиковые, но не продуваются. То есть было очень холодно. То есть окна эти продуваются все прям сквозняк из окон. Не сквозняк, а ветер. Вот, и ты спишь там под двумя одеялами, одетый, и, ну, короче, я уже не говорю там про кровати уставшие, матрасы эти дырявые. Ну, такой небольшой культурный шок был. Вот. И на данный момент я, кстати, не знаю, я не делал УЗИ. То есть надо бы сделать УЗИ, сходить, посмотреть ситуацию, да, с этим тромбом. Но он говорит, что вообще рассасывание всего вот этого вот мероприятия, которое у меня есть в ногах, оно произойдет в лучшем случае там через месяц можно ожидать каких-то результатов. Но самое главное, я теперь наступаю, мне не болят ноги. У меня начинает болеть нога, как раз вот в том месте около коленки, когда я гуляю. То есть даже недалеко до магазина я иду, у меня начинает нога болеть. Вот он говорит, что через месяц только будут результаты какие-то. Вот. И к чему я это все вообще рассказываю? Я не про свою жизнь, а вот что вот у меня вот так вот сейчас все. А именно, чтобы предупредить вот всех онкобольных. Ну, потом мы начали читать, я с химиком нашим разговаривал, ну, с химиотерапевтом. А у онкобольных на фоне лечения сильно загустевает кровь. И часто очень онкологи назначают разжижающие препараты до момента онколечения, до момента приема препаратов, химиотерапии, таргетной терапии. Именно как так, чтобы предупредить эти тромбоз этот. Вот. Но почему-то как-то вот я избежал вот этого предупреждения, да, не встретил такого врача, такого специалиста, который, ну, назначил мне эти препараты, что ли, или сказал бы, что тебе желательно бы разжижающие попить, потому что у меня и сама изначальная кровь достаточно густая, вот, и ну, плюс еще терапия, плюс еще этот бевацизумаб, который сузил каналы, сузил сосуды, и получилось так, что это все вот вылилось в тромбоз вен. Вот. Поэтому
у меня такое послание, что обязательно, если у вас химиотерапия, таргетная терапия, лечение, вот он идет, проговорите со своим онкологом вот этот вот момент. Иначе это может прям привести к нехорошим последствиям. И еще один момент, он не касается онкологии, а касается безопасности, и касается здоровья. Вот я лежал в палате, там у нас было 3 человека в палате, и ну, у меня понятно, там тромбоз вот этот вот, да, вен, а у других мужчин достаточно молодые относительно, то есть одному там около 50 лет было, второму около 60 лет, и одному должны были, то есть ногу отрезать, а второму 2 пальца. Вот, у них с артериями что-то. Ну, тоже, то есть кровь не подходит туда, к ногам, к пальцам. И это связано, ну, как врач объяснял, это связано с курением. Именно что курение, оно утолщает сосуды, сужает их, и таким образом происходят вот такие вот ситуации. И я поговорил там с медсестрой, говорю, ну и часто у вас такое вот случается? Она говорит, то есть у нас постоянно ампутации проходят, вот, и в большинстве случаев это связано с курением. Вот, курение очень вредная штука, то есть и касаемо рака легкого, и касаемо вот, конечностей, да, нижних. Причем один из мужчин, он продолжал курить. То есть он врач говорит, мы вот тебе уже операция будет назначаться скоро. Там еще попытались ему что-то попробовать сделать, но меня уже выписали к тому времени, когда сказали, что мы еще попробуем. И ему врач категорически говорит, не кури, а он бегает. То есть там 3, наверное, раза, 5, может быть, раз в день бегал, курил, продолжал. Вот, ну, как бы, мне кажется, это не совсем правильно. Я понимаю, что можно сказать, да, там про меня, то, что я не курил, не пью, не курю, и вот оказался в такой ситуации с легкими, с раком. Ну, у меня исключительно какая-то такая случай, вот, но в основном вот именно курение, оно является негативным фактором в этих всех болезнях нехороших. Вот. А еще мне ответили из онкодиспансера по поводу того, что они просмотрели метастазы. 8 штук новых. Надо я потом видео запишу. Ну, да, ничего интересного. Ничего по сути не ответили, пересмотр диска не сделали. Просто ответили на бумажке, что мы не заметили их. Вот. Такая вот история. Берегите себя. Тромбы зло, курение зло, рак зло. Все, до свидания.